программе «Бог в деталях» мы много рассуждаем о том, как библейские ветхозаветные образы и сюжеты отражаются в христианском искусстве. Но сегодня мне бы хотелось поговорить об удивительном примере обратного влияния, о том, как европейская культура несколько неожиданно просочилась в искусство еврейское. Вот перед нами расписная ктуба, изготовленная в Венеции в XVII веке. Ктуба – это брачный контракт, фиксирующий обязательства жениха по отношению к невесте. Прежде всего, конечно, обязательства финансовые. Этот документ является одной из важнейших составляющих еврейского брака. Собственно, без него свадебная церемония невозможна в принципе. Давайте рассмотрим наш лист. Вот арка, внутри которой помещен текст договора. Она опирается на две так называемые Соломоновы витые колонны. Внизу схематичное изображение Иерусалима, вверху сцены жертвоприношения Авраама, сна Якова и дарования скрижалей Моисею. По краю арки расположились, справа налево, как положено, 12 медальонов со знаками зодиака. То есть пока что все вполне логично и правильно. Мы находимся в контексте еврейской традиции. Но что это? По сторонам от арки резвятся сатиры и амуры, а над нею восседают крылатая женщина с трубой и мужчина с граблями и мешком семян. Это аллегорические фигуры Фама и Гваданья, доброго имени и достатка, перекочевавшие сюда прямиком из итальянской культуры. Да и сама арка не так проста, как кажется. Ее архитектура обыгрывает полуциркульный фронтон венецианской церкви Санта-Мария-деи-Мираколи, возведенной в конце XV века и ставшей одним из самых знаковых архитектурных сооружений города. И это далеко не единичный случай. У нас есть довольно много примеров использования в ктубот античных и христианских символов. Вот, например, роскошно украшенная ктуба из Падуи. Снова арка, опирающаяся на две колонны, в основании которых изображены Моисей и Аарон. Внизу сцены жертвоприношения Авраама, сна Якова, выше Иона в чреве китовом и Самсон со львом. Венчает арку изображение Иерусалима, вокруг которого выстроились 12 медальонов со знаками зодиака и 4 с легендарной утварью, некогда использовавшейся в Иерусалимском храме. И вдруг в композицию снова вторгается внешний мир. Разделенный надвое щит с гербами жениха и невесты, и они сами по сторонам от него, одетые совершенно по европейской моде XVIII века. А прямо под Иерусалимом обнаженный Купидон и не менее неприкрытая Фортуна. Мы опять оказываемся в совершенно ином семантическом поле. В оформлении вот этой римской ктубы и вовсе не осталось ничего от еврейской традиции. В центре мы видим пару, соединенную цепью, на которой подвешено сердце. Это аллегория Конкордия Мариталя, супружеского согласия. А 6 фигур по сторонам олицетворяют справедливость, скромность, надежду, силу, победу и умеренность. Причем 4 из них относятся к числу 7 главных христианских добродетелей. А вот ктуба из Ливорно с обнаженными Адамом и Евой и аллегориями 4 времен года. Источником подобных заимствований были гравюры. Особенной популярностью пользовались книга эмблем Андреа Альчиати и иконология Чезаре Риппы, которые содержат сотни аллегорий в картинках и поясняющих их текстах, и откуда еврейские художники XVII-XIX веков черпали щедрой рукой, создавая вот такие занятные примеры дихотомии, когда еврейские ценности, связанные с браком, получали христианское или языческое оформление. Почему же художники и заказчики в Италии делают выбор в пользу откровенно чуждых еврейской культуре мотивов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ненадолго погрузиться в историю венецианских евреев. Именно в Венеции в начале XVII века были созданы первые известные нам расписные ктубот. В это время венецианская еврейская община состояла из 3 различных групп, или 3 наций, как их называли. Это тедески, ашкеназы из Франции и Германии, а также италким, исконно итальянские евреи. Это левантини, евреи с территории Османской империи, и панентини, выходцы с Пиренейского полуострова. Каждой из этих групп венецианским правительством были предписаны свои занятия, свои обязанности и привилегии, свои места жительства и свои налоги. Так, тедески, старейшие из наций, были назначены на роль ростовщиков и старьевщиков и жили в гетто Нуоба, которое было им выделено в 1516 году. В 1540 году Венеция проиграла 4-ю войну с турками и начала стремительно терять свое былое влияние на море. Для поправки дел было решено пригласить еврейских торговцев из Османской империи. Так появились левантини. Изначально они могли бывать в Венеции только наездами, по несколько месяцев в году.
Но в 1589 году республика официально приглашает их и их собратьев-маранов с Пиренейского полуострова поселиться у себя бессрочно, открыто исповедовать иудаизм и заниматься международной торговлей, выделив им землю в гетто-Векхио. Вот так в венецианском гетто и сложились 3 общины, каждая из которых принесла свои традиции, язык, обычаи и богослужения. Надо сказать, что сефардская община Венеции поначалу процветала. Новоприбывшие купцы сумели выжать максимальную выгоду из экономического упадка республики, почти полностью подчинив себе морскую торговлю, которую прежде контролировала венецианская знать. Экономическое процветание, как водится, отразилось на повседневной жизни. Богатая еврейская элита стремилась подражать венецианской знати и жадно впитывала окружающую культуру, присваивая себе отдельные ее элементы. Вместе с тем, многие статус-символы, например, палаццо на канале, были им недоступны. Все евреи, без исключения, должны были ютиться в переполненном гетто. Многочисленные запреты и указы не позволяли богатым евреям жить так, как им бы хотелось, тратить так, как было угодно душе, и быть полноценно включенными в жизнь за стенами гетто. Но если никакими деньгами нельзя было улучшить свое положение, то эти деньги можно было, по крайней мере, показывать. И вот свадьба была идеальным поводом для демонстрации богатства. Свадьбы праздновались с большой пышностью, и еврейская элита очень стремилась подражать обычаям итальянской знати. Поэтому церемония продумывалась заранее и в мельчайших деталях, чтобы произвести хорошее впечатление на всех гостей, среди которых порой бывали и важные христиане, и даже католическое духовенство. В итальянской свадебной традиции того времени важное место занимала декоративная майолика. Впервые майолика появилась в Италии еще в XV веке и быстро завоевала огромную популярность. Расписные тарелки развешивались по стенам, как картины, и гордо демонстрировались на поставцах. К XVI веку появился обычай выставлять майолику по торжественным оказиям на всеобщее обозрение, чтобы гости могли любоваться и восхищаться коллекцией хозяина. Появился даже специальный термин «пьятти ди помпа» – роскошная посуда. И вот свадьба была как раз идеальной площадкой для такой выставки. Новобрачные заказывали блюда со своими портретами, важные гости тоже дарили им посуду с соответствующими картинками, с разными свадебными символами – амурами, сердцами, соединенными руками, которые мы затем находим и в иконографии ктубот. Роскошно оформленная ктуба занимает в еврейской среде место парадной посуды. Ктуба, а это огромный кусок пергамена, которую разворачивали и читали на глазах у всех приглашенных, и в которые перечислялись и финансовые обязательства жениха, и приданные невесты, помимо основной своей функции юридического документа, становится еще и наглядным отражением статуса и влияния, квинтэссенцией честолюбивых чаяний еврейских семей, предметом тщеславия. Богачи соревновались друг с другом, у кого она выйдет роскошнее и красивее, не останавливаясь ни перед какими расходами, лишь бы все заметили, все увидели, все оценили. И используя для украшения ктубы репертуар, подчеркнутый из итальянской культуры, эти семьи отправляли своим почетным гостям вполне внятное послание. Мы такие же, как и вы. Мы разделяем ваши ценности и художественные вкусы. Мы передовые и прогрессивные. И вот тут мне хотелось бы обозначить очень важную проблему. Да, евреи заимствовали образы и сюжеты из европейской культуры. Но какова была механика такого заимствования? Что это вообще значит? Заимствовать иконографию, образ, эмблему? И что именно при этом перенимается? Форма или содержание? И можно ли полагать, при том внимании, которое еврейские заказчики уделяли оформлению своих ктубот, чтобы они проявляли столь поразительное равнодушие к символическому наполнению скопированных у христиан мотивов? В исторической науке давно уже стало общим местом положение о том, что для средневекового и постсредневекового человека символ был вполне обычной формой мышления и чувствования. Однако для того, чтобы прочесть тот или иной символ, необходимо обращаться к нему с позиции общества, которое им пользовалось, относительно конкретного времени его истории и в конкретном контексте, а никак не с позиции символической практики в целом. Не существует символики единой для всех культур, опирающейся на некие архетипы и всеобщие истины. Одни и те же изображения могли и должны были в различных культурах семантически интерпретироваться совершенно по-разному. Еврейская культура традиционно строится вокруг единого, максимально точно транслирующегося и практически не подверженного изменениям ядра – священного текста. Искусство по отношению к этому ядру всегда являлось областью периферийной, а потому было относительно свободно от канона и открыто влиянием и заимствованием. И вместе с тем его история немыслима без прочной связи с еврейской традицией.
а его понимание и расшифровка зачастую невозможны вне ее контекста. Поэтому любой заимствованный у внешнего окружения образ в еврейской среде неизбежно получает новое символическое наполнение. Вернемся к нашей ктубе. Две фигуры над аркой, аллегории доброго имени и достатка, взяты из европейской иконографии, но снабжены цитатами из Экклезиаста. «Доброе имя лучше благовонного масла, и утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». А рядом с веселящимися амурами и сатирами фигурируют строки из Иеремии, и по сей день читающиеся в свадебных благословениях. Голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Причем веселятся наши персонажи рядом с изображением Иерусалима. А пророчество Иеремии как раз и относится к обещанию Господа вернуть однажды евреев в Иерусалим. То есть, используя те же образы, что и христиане, евреи переосмысливали их и прочитывали совершенно иначе, в духе собственной традиции. Перетащенная из внешнего мира картинка наполняется новым содержанием и служит прославлению еврейской свадьбы, утверждению еврейских семейных ценностей и выражению надежд на возвращение в землю обетованную. С вами была Ольга Караськова, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».